Замена цилиндра тормозного суппорта ВАЗ-2109 по причине его заклинивания. Обратите внимание на тормозной диск. Как видите, на нем просечены борозды из-за стирания колодки. Прежде всего, нам необходимо открутить два болта на 13 из направляющих, чтобы можно было демонтировать суппорт. Прежде всего, пока еще суппорт на автомобиле, нужно открутить тормозной шланг, потому что с открученным суппортом будет делать это намного сложнее. Следующим шагом нужно открутить два болта под шестигранник, которые крепят тормозной цилиндр к суппорту. Еще раз повторюсь, когда вы снимете суппорт с машины, будет все намного сложнее. Поэтому все это откручиваем. После того, как все мы ослабили, так как цилиндр заклинивший, просто снять его не получится. Поэтому можно помочь каким-нибудь инструментом. Как в моем случае молоток. Выбиваем суппорт. Убираем колодки тормозные, которые стерты до металла. И снимаем сам суппорт. Позже выяснится, что нижняя направляющая немножечко кривая. Возможно, она и являлась причиной клина. Не забудьте про медную шайбу, которая была на тормозном шланге. Не потеряйте ее. Ну и в принципе вот сам новый тормозной цилиндр. Левый от компании Lada. Их различное количество. В моем случае я купил Lada. Не перепутайте левый тормозной цилиндр и правый. Они разные. Иначе шланг тормозной не дотянется после монтажа. Сейчас разделяем цилиндр и суппорт. Гайки у нас уже отпущены, поэтому все будет просто. Ну и соединяем обратно новый цилиндр и суппорт. Закручиваем болты с помощью шестигранника. Обратите внимание на направляющую, она искривлена. В таком виде ее ставить на место нельзя. Мы приобрели новую направляющую и вторую оставим старую, она в хорошем состоянии. Обратите внимание на кожухи направляющих, они должны быть не порваны. Далее смазываем направляющие хорошо смазкой, можно солидолом, и устанавливаем их на место. Обратите внимание, что кожухи установить тоже надо. Установив направляющие и натянув кожухи на их посадочное место, чтобы туда не попадала пыль, прикручиваем тормозной шланг сначала. Затем устанавливаем суппорт на место. Устанавливаем новые тормозные колодки. В моем случае это колодки бывшего употребления, но они еще походят. Следующим шагом устанавливаем суппорт с новым цилиндром на место. Хорошо протягиваем все болты, а также тормозной шланг. После чего необходимо прокачать тормозную систему, но это уже другой вопрос. А так все. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.